Приветствую! В этом видео мы продолжим рассматривать нейросети для генерации видео. И на этот раз у нас будет обзор сервиса Kling AI. Это китайская нейросеть, которая недавно стала доступна в других странах. На данный момент здесь реализованы такие функции, как генерация картинок по текстовому запросу, а также генерация видео по текстовому запросу и генерация видео из изображения, то есть, другими словами, анимация картинки. На главной страничке мы видим лучшие работы других пользователей, можно их внимательно изучить. А чтобы начать пользоваться, нам нужно нажать на кнопку в правом верхнем углу экрана Sign In, и здесь необходимо зарегистрироваться либо войти. Процесс регистрации я показывать не буду, потому что он довольно стандартный. Мы просто вводим свой e-mail, придумываем пароль и регистрируемся. Еще нужно пройти вот такую капчу, и мы попадаем в интерфейс данного сервиса. Давайте сразу посмотрим, какие у нас есть здесь возможности бесплатного использования. В сутки дается 66 кредитов. И если мы нажмем на вкладку Purchase Membership Plan, то увидим, что здесь есть бесплатная версия с ежедневно обновляющимися кредитами. И сейчас, как вы видите, действует скидка 50%. Здесь разные тарифные планы. Минимальный план со скидкой предлагается $60 в год, соответственно, в месяц со скидкой $5, без скидки будет $10. И также следует сказать, что в платной версии не будет водяного знака, и в платной версии можно генерировать видео до 3 минут продолжительностью, а также разные дополнительные функции. В бесплатной версии длительность составляет всего лишь 5 секунд. Вот такие на данный момент условия. Планируется также у них еще видеоредактор, но на данный момент эта функция недоступна. И перейдем к самому интересному, а именно генерации видео. Нажмем на кнопку в центре экрана AI видео, либо эта же кнопка в боковом меню. Переходим в раздел генерации видео. Здесь у нас есть две возможности: либо текст видео, либо image видео. То есть мы должны составить свой промпт, сгенерировать видео, либо загрузить картинку и тоже сделать из нее видео. Что касается промптов, здесь есть разные подсказочки. Вот если мы нажмем на эти стрелочки, здесь выходят разнообразные подсказки. Давайте выберем что-нибудь. Например, я выберу астронавт. И сам сервис предлагает нам более расширенный промпт. Далее идут настройки. Если этот ползунок уводим вправо, то получим больше соответствия нашему запросу. Если мы уводим влево, то будет больше креативности. Ну, давайте оставим посередине. В бесплатной версии у нас только стандартное видео, и оно продолжительностью 5 секунд. Тут только 3 пропорции: горизонтальная, вертикальная и квадратная. Пускай будет горизонтальная. И также мы можем выбрать движение камеры. Это может быть горизонтальное движение. Вот этим ползунком мы можем видеть, как будет двигаться камера. Сильно большие значения тоже лучше не выставлять, потому что получается не очень хорошо. Вертикальное движение камеры, соответственно, видим, как будет двигаться экран. Зум — это увеличение либо уменьшение. Дальше Pan — вот такое движение камеры интересное. Тильт — это в стороны, вправо-влево. И круговое движение камеры. Ну, давайте выберем, например, вот такое движение камеры. И я выберу небольшое значение, например, пускай будет 2, -2. В негативном промпте можно писать, можно не писать. Здесь идет подсказочка. Ну, давайте напишем low quality, плохое качество, чтобы у нас не было плохого качества. И за генерацию одного видео у нас снимается 10 кредитов. То есть получается, в день мы можем создать всего лишь 6 видео. Что касается картинок, то мы можем гораздо больше их создавать, чем видео. Ну, давайте нажмем генерацию и посмотрим, что получится. Генерация может занять до 2 минут, поэтому я пока что остановлю видео. И посмотрим, что у нас получилось. В запросе у нас было написано: астронавты строят базу на поверхности Луны. Видим поверхность Луны и какую-то базу, но астронавта здесь не видно. Я думаю, что дело в промпте. Здесь у нас в поле для промпта можно вводить до 2500 знаков, то есть описывать можно довольно подробно. Давайте я переделаю этот промпт. Я составила такой промпт: астронавт, крупный план, в белом скафандре в открытом космосе на фоне звездного неба, а Земля видна как огромный голубой шар. Слова в скобках означают, что они имеют больший приоритет. Давайте скопируем этот более точный промпт и попробуем сгенерировать еще раз. На этот раз получили вот такое видео. Здесь уже есть астронавт,
Правда, крупный план здесь не получился, и даже скобки не помогли в моем промпте. И у нашего астронавта появилась третья рука. Как видим, не все так радужно, как нам хотелось бы. Что мы можем здесь еще сделать? Можно попробовать увеличить соответствие нашему промпту. Давайте поставим, например, 0,85. И в негативном промпте мы добавим такие слова: уродливый, непропорциональный и лишние конечности. Вставим их сюда. Попробую еще раз сгенерировать. И тем временем наши кредиты стремительно тают. Посмотрим, что выйдет в этот раз. И в этот раз получилось еще хуже. Наш астронавт стал очень маленьким, и у меня складывается впечатление, что данная нейросеть плохо слушается промпта. И давайте перейдем к следующей функции Image to Video. Генерация видео из картинки. Нам нужно либо загрузить картинку из компьютера, либо выбрать из истории. Но я загружу из компьютера, я подготовила здесь портреты. Например, вот такое изображение мультяшное, тоже сгенерированное нейросетью. И здесь у нас немножко другие настройки. Здесь функция доступна в платной версии. Ниже мы спускаемся. Мы можем как вводить промпт, так и оставить поле свободным, чтобы нейросеть поэкспериментировала самостоятельно. И также у нас есть ползунок релевантность, насколько сильно мы хотим, чтобы он соответствовал нашей картинке. Давайте выберем, пускай будет 0,7. В бесплатной снова нам доступна стандартная функция и 5 секунд видео. Движение камеры здесь уже не настраивается, и также можем вводить негативный промпт. Я пока что ничего не буду вводить, пусть нейросеть сама придумает, как анимировать эту картинку. Нажимаю Generate. За генерацию также снимается 10 кредитов. Ну что ж, смотрим результат, и, по-моему, результат бесподобный. Посмотрите, насколько естественные движения. Персонаж еще и разговаривает. Получился прям целый мультик. Давайте сравним с картинкой. Вот сравним с оригинальным изображением. Как видим, и сходство здесь идеальное, и даже на заднем плане море волнуется. По своим предыдущим генерациям я также заметила, что данная нейросеть очень хорошо работает с изображениями людей. Будем иметь это в виду. Давайте еще попробуем сгенерировать видео из фотореалистичного портрета. Я снова загружу подготовленную картинку. Девушка в цветах. Снова не буду никакой промпт добавлять и сгенерить. И снова получилась очень естественная анимация. Правда, девушка здесь почти не движется, движутся в основном цветы, но картинка очень естественная, как будто снята на видеокамеру. И еще вам хочу показать свои предыдущие генерации. Вот если сравним с исходной картинкой. Первый раз я генерировала без промпта. Просто загрузила картинку и дала возможность нейросети пофантазировать. Посмотрите, насколько кинематографично, полное сходство с оригиналом, никаких размытостей, деформаций на лице. Прям кусочек фильма. И вторая генерация уже была с промптом. В промпте я ввела девушка за стеклом, и капли дождя бегут по стеклу. Правда, капли здесь никуда не бегут, но девушка очень естественно получилась. Посмотрите, как она моргает глазами, как будто бы действительно снята на видеокамеру. То есть с изображениями людей данная нейросеть работает очень хорошо. Также покажу еще другие генерации. Вот у меня была генерация коктейль, стоит на столе. Тоже довольно-таки неплохо, хотя здесь есть какой-то артефакт. Но посмотрите, какой задний план такой заблюренный, очень симпатично получилось. Вот здесь получилось неудачно, потому что в промпте было написано, что апельсиновый сок льется в кувшин. Для сравнения, вот тот же самый запрос я генерировала в другой нейросети, и здесь промпт был понят правильно. Сок льется в кувшин. Здесь же просто кувшин стоит на столе. Как видите, недостатки присутствуют. И давайте еще попробуем выбрать картинку из истории. Я генерировала разные картинки. Вот я хочу взять такого льва, например, вот эту картинку, и посмотрим еще, как он работает с изображениями животных. Нажимаем Generate. Ну что ж, по-моему, просто прекрасно. Лев очень естественный, и у него все в порядке с лапами, никаких артефактов, никаких дефектов, просто прекрасный настоящий лев. И, по моему мнению, данная нейросеть очень хорошо работает с анимацией картинок, особенно людей и животных, и не очень хорошо генерирует видео из промпта. И еще нужно несколько слов сказать про генерацию картинок в данной нейросети. Для этого мы выбираем вкладку AI Images.
Здесь все попроще. Тоже есть два варианта. Можно вставить свой промпт, генерировать из промпта. И также можно загрузить картинку в качестве референса или образца. И здесь есть только выбор количества картинок. Мы можем выбирать от 1 до 9. И здесь немножко больше вариантов для пропорции картинок. Ну, давайте я введу промпт подготовленный. У меня такой промпт. Красивый андроид, одетый в футуристический костюм, стиль киберпанк, бегущий по лезвию 2049, богемный мир андроидов, яркие цвета, высокотехнологичный город, фэнтези, робототех. Все это мы скопируем. Ставим промпт, выберем соотношение сторон, и я выберу 3 картинки. Генерация картинок стоит нам намного меньше, чем генерация видео. За одну картинку всего лишь 0,2 кредита, поэтому картинок мы можем генерировать много. И я нажимаю Generate. И вот такого андроида мы получили. Здесь для генерации картинок почти что нету никаких настроек, поэтому если вы хотите получить какой-то определенный стиль, его нужно прописывать в самом промпте. Я, например, генерировала картинки, и здесь я прописала, что в стиле Клода Моне. И нейросеть попыталась изобразить что-то похожее. Здесь также рисовала картину маслом, ну, похоже на картину маслом. Тоже это прописано в промпте. Пыталась создавать фотореалистичный стиль. Как видим, картинка сама по себе вроде бы и неплохая, красивая, яркая, но фотореалистичность здесь недостаточная. То есть видно, что картинка все-таки рисованная. Вот еще такое изображение девушки. Красиво, но недостаточно фотореалистично. Вот такой натюрморт тоже неплохо получился. И такая рыбка в океане. Ну что ж, друзья, мы рассмотрели еще одну нейросеть. Теперь вы знаете, как ей пользоваться. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и до новых встреч.